Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Как и обещала, приехали в Мерсин, в магазин большой, супермаркет, или как его назвать, торговый центр, форум называется, находится в Мерсине. Ехали где-то 1,5 часа. Вот так вот он выглядит, такой большой. Сюда мы приехали со старшим сыном. У нас 3 часа, потому что надо ехать еще обратно. Хотим немножко по магазинам прогуляться. Какая красота! Наконец-то! Блин, ощущай себя как в настоящем нормальном городе. Вот честно, так классно. Бойнер. Тут здесь есть местечки, где можно посидеть. Мы сюда заезжали уже даже не в прошлом году, а то ведь уже Новый год. Позапрошлом году. Отсюда можно зайти? Да? Ну, я ж не знаю. Сюда наверх? Вот. Позапрошлом году мы здесь были на машине. Мы быстро заехали и уехали. В этот раз уже прогуляемся хорошенько. Ну, много магазинчиков здесь. Вот Зара. Что, куда зайдем-то? Откуда вообще заход? Мама, куда хочешь? Нет, а где главный вход? Нету здесь главного входа. Да? Да. Ну, пошли. Начнем с Зары. Скетчерсы. Смотрите, как оказалось, что форум через улицу построен. То есть вот здесь одно здание, и вот здесь спереди одно здание. А внизу проезжая часть. Ездят машины. Форум. И еще одна часть магазина. Большая очень. А здесь можно уже поесть, в туалет сходить. Зара, Бершка. Да уж, друзья, магазин большой. Можно прям потеряться. Так, ну, в основном мы пришли сегодня здесь за обувью. Зайдем в обувной в первую очередь. Не, я это мере точно не буду. Зашли мы в Зару. Здесь вот такая обувь только есть. Я хотела, конечно, кожу, но мне сын отчетливо дал понять, что ему не нужна кожа. Ему нужна либо Зара, либо Pull&Bear, либо Бершка. И что-то из этого рода. Так что оставляю его там и сама иду сейчас в другой отдел. Здесь детский отдел, я так понимаю. А где женский отдел? Сейчас спрошу. Кстати, смотрите, детская обувь. Здесь есть вот такие за 800 лир. Тоже обуви много. Всякой разной. За 950. Говорят, внизу женский отдел. Так что спускаемся туда. Куча. Тьма тьмой. Видать, распродажи. Смотрите, какая обувь. Стрёмная. 1190. Только что подходит ко мне девушка, говорит: вы можете, говорит, урезать меня? Я, говорит, не хочу, чтобы меня снимали. Я говорю, хорошо. В общем, пришлось урезать ее. Просто первый раз с таким сталкиваюсь. Удивительно. Я там ее, наверное, волосы ее засняла. Начало, там, я не знаю, головы. И все. И, в принципе, ничего такого не было больше. В общем, вот такие вот люди встречаются. Смотрите, какая красота на Новый год. Пиджачки какие красивые. 1690. А сегодня, кстати, 2 января. Так что
Еще пока, можно сказать, Новый год только настал. Курточкой по 1390. Но ощущение, что тут такая сильная распродажа. И я прям, ну, не знаю. Теряюсь, короче, здесь. Я просто не понимаю, что мне нужно. Я все это вижу и забыла, короче, ну, столько людей, и забыла, что мне даже надо. Мне нужен кошелек, я точно знаю, и мне нужно что-то себе наверх. Но не куртка, а типа кофты, может быть, платье какое-то, поэтому пока отключаюсь. Не могу это не заснять, смотрите. 1690, 1290, вот такая вот накидочка красивая, по 950 здесь все. Короче, есть что посмотреть. Вот такое вот платье у меня было на Новый год. Еще лет 5 назад я его оставила в России. Последний раз, я считаю, покупала себе серебристое, и его всегда достаю, одеваю на Новый год. То есть один раз в год, и в принципе достаточно. И оно потом у меня год лежит. А вы вообще как? Покупаете что-то отдельно на Новый год или одеваете то же самое? Так, ну что, первое, это курточка. Нашла я себе. Стоит 1290. Вот такая вот. Но я хочу платья померить. Набрала тут платьей всяких однотонных. Так что встречайте новое платье. Вот. Но простенькое. Выбираю платье на каждый день. Какое коричневое платье. Ну, я всегда люблю что-то такое однотонное, просто простое и не сильно длинное, хотя длинное тоже. Здесь парочку взяла. Еще одно платье. Вот такое вот. Но оно чересчур вот со складками. Ощущение, что я вся в складках. Так, ну что, еще одно со складками. У меня, конечно, внутри майка, но еще я после Нового года поела прям хорошенько. Ну вот, не стесняюсь вообще своего живота. 850 лир стоит такое коричневое платье. Вот такое вот. Еще одно платье. Что-то я понабрала платья со складками. Все вот такие вот со складками идут. Прям не знаю. Но такое прикольное вроде. Ой, короче, не знаю, честно. Сейчас длинное померю еще, вот такое вот светлое. Так, и вот такое вот однотонное белое платье, длинное. Еще есть здесь зеркало. Вот такое вот, как вам, длинное, беленькое. В принципе, оно красивое. 950, 850 лир стоит платья. Вот, все, которые я примеряю. В принципе, все красивые, но, знаете, не прям вау. Прям, вот, знаете, вот хочется прям вау. И всегда хочется такое теперь покупать, потому что покупаешь они, потом лежат. А если они будут вау, ты их будешь одевать, мне кажется. Так, и вот такое вот, такая накидочка. Тоже стоит 1290. Такая спортивная. Ну и даже и с платьем подошло. Как вам? В общем, модельки не вау, поэтому сейчас еще в Pull&Bear зайду и в Stradivarius. Ну и в Бершку, наверное, загляну. Вот эти вот все магазины, они крутые. Смотрите, здесь как красиво все сделано. Вообще шикарно, конечно. Так, ну а я в Pull&Bear. О, это... Подождите. Это женская сторона? А, ну да. Я в Pull&Bear.
Но здесь цвет не передает, такой он зеленовато-синий. Вот примерно наподобие я что-то искала, но материал не мой, короче. Так что не вариант. Я в Бершке. Здесь тоже такой прям ажиотаж. В общем, сейчас буду искать себе платья. И обычное черное платье, как всегда. Короче, все они похожи очень. Все они красивые, сидят хорошо. Но все со складочками вот так. Поэтому мне не очень нравится. Короче, не знаю, что делать. Так, еще одно такое длинное платье. Так, и последний Страдивариус. И, друзья, у нас настали выходные. Мы приехали в игровую комнату, которая находится в Селивке. Дети зашли играть внутрь. Здесь вот есть такие, как батуты, место, где есть шарики, горки. Вот видите, наверное. Вот. И аппараты всякие стоят, где можно поиграть. Я так понимаю, здесь еще можно и день рождения справить. Сейчас скажу, сколько стоит. Ну, короче, вот это вот место, оно идет отдельно. Оно по времени, то есть где-то вот я смотрела час. Аккуратно. Осторожней. Так не ездите лучше. В общем, час где-то... Ну, я сейчас покажу табличку. Вот такое вот место. Здесь можно с детьми приходить. Ну, я думаю, наверное, максимум возраст до 6 лет, наверное. Ну, до 7, может быть. До скольки там будет интересно. Наверное, уже в 9 лет, наверное, здесь уже не интересно будет. Ну, в общем, наверное, 7 лет включая. Можно еще как бы здесь проводить какие-то мероприятия, с детьми приходить играть. Вот. В общем, так вот. У нас настали выходные, и мы решили на выходных с детьми немножко прогуляться. В Мерсине, в общем, я ездила, ну, как вы видите, одежду себе выбирала. В итоге, короче, я там выбирала очень много себе платьев. Толком ничего не купила, потому что была большая, очень большая очередь. Были большие скидки. И я просто не успела. Вот тупо не успела, потому что надо было приехать. И то мы с опозданием приехали, мы уже бежали за детьми, чтобы детей встретить. Поэтому туда ехать надо на выходных. Мы хотели, конечно, на выходных этих поехать туда. Но что-то я настолько устала вот ехать туда 1,5 часа и обратно, что я думаю, ну, наверное, не на этой неделе все-таки. Вот. Ну, а детям обещали в игровую комнату съездить, и поэтому уж решили сюда приехать. У нас сегодня суббота. Сегодня еще нам привезли мебель домой. У меня муж уже вчера вечером начал собирать эту мебель. Сегодня, я думаю, наверное, мы закончим. Как раз мы сейчас зашли сюда с детьми. Руслан поехал за какими-то... Ну, говорит, не хватает какие-то детали. Не доложили, короче, нам. Какие-то там гайки, может быть, не знаю. В общем, он поехал в Салай-Базары покупать их. Пока мы здесь играем, пока мы здесь сидим. Я знаю, что здесь можно попросить чай, кофе они делают. Вот такое вот местечко. Такое прикольное. Кондиционеры есть, тепло. В общем, заказали мы себе, наконец-то, прихожую хорошую. Представляете, заказали, сейчас скажу, такого 23 декабря. И 3 января уже привезли. Представляете, это вообще, мне кажется, супер. Я думаю, у нас бы мебель, во-первых, и делалась долго, во-вторых, ее бы, наверное, везли очень долго, тем более еще не в праздники. То есть, а здесь, в Турции, нету таких праздников, все уже работают. Но вот сегодня то, что суббота, воскресенье, выходные, как обычно, все уже 2 числа вышли на работу. А кто даже и 1 января, кто посменно работает, напоминаю, у меня муж работает на Кую, это станция в городе Селивке в Турции, которая строится совместно Россия-Турция.
И там есть люди, которые работают посменно, кто-то работает по графику пятидневка. Вот так вот детки пока играют, можно легко. Можно с удовольствием посидеть, отдохнуть. По поводу хотела рассказать вафельницы. Вот я рассказывала, что я хочу вафельницу, и мне хочет муж подарить. В итоге нету нигде вафельницы, кроме как Хепси Burada. Здесь есть в Турции приложение, Хепси Burada называется. Вот тут как раз такие и есть. Так, я, наверное, перейду, наверное, на другой стол. Тут опять пришли дети еще дополнительные. В общем, пришел ребенок, и я решила пересесть, потому что там дети очень сильно кричат. В общем, есть здесь, в Турции, в Хепси Burada. И когда вы заходите в Хепси Burada, там написано «Юрт Дашинан». Типа за границей везут. Там есть один продавец, который продает их. Но он везет, получается, их за границей. Так что по-любому получается вот этих вот тонких коржей, вафель здесь не делают, скорее всего. Вот. А почему я именно тонкий хочу? Потому что кто-то писал, да, это с детства, это как бы больше, наверное, у нас, да, такие делают. Я для чего? Я хочу для торта. Я хочу делать коржи для торта. Я хочу делать вот эти вот, как вот для мороженых, да, штуки такие, туда крем. То есть я много чего хочу делать из этого, поэтому мне нужна вафельница именно с тонкой. Я, конечно, бы купила бы что-то такое универсальное, чтобы и можно было готовить тоненькие коржи, можно было бы сделать толстые такие венские вафли. Вот, но универсального я ничего не нашла. И, возможно, я еще докуплю и для толстых. Вот. А эта вафельница стоит 2000 лир. Хепси Burada. Если я найду фотографию, если получится, я вам вставлю, посмотрите, какую я хочу купить себе. Погода на улице сегодня такая, тепло, хоть и мы как бы оделись тепло. Я смотрю, некоторые люди в олимпийках, то есть, если вот как пешком ходить, мы на велосипедах, если пешком ходить, и в олимпийке нормально, то есть какое-то немножко такое потепление пришло. Есть люди, которые одевают курточки, кто-то в олимпийках, по-разному. Что еще хочу сказать? Вот писали по поводу того, что треугольники на столе были на Новый год у нас, на видеоролике предыдущем. Знаете, вот многие, наверное, приходят на мой канал впервые, да, и как бы не в курсе. У меня есть еще один канал кулинарный, в который я публикую рецепты, вот, и туда, скорее всего, я сделаю рецепт с треугольниками и закину. А так, там есть рецепт татарского белише, татарский пирог, можно сказать, картошка с мясом. Вот, кому интересно, переходите, я всегда ссылочки оставляю под роликом в описании, и готовьте вместе со мной. Треугольники попросили, я обязательно как-нибудь треугольники выложу, сделаю. И потом себе на страницу в сообщество закину. Кому надо, посмотрите. Вообще я всегда в сообщество тоже кидаю все ролики, которые я снимаю на кулинарный канал. У меня кулинарный канал называется «Простые рецепты». Вот, ссылочка есть, переходите. Все ссылки оставляю в Телеграм, тоже под описанием. Какие-то вопросы есть, пишите. Мне часто пишут, часто задаются всякими вопросами, обращаются ко мне. Вот, если надо, тоже можете написать. По поводу Атоми я тоже рассказываю. Еще просили по поводу Атоми рассказать, по поводу какими кремами я пользуюсь, какие витамины я пью сейчас. Это я тоже обязательно расскажу. Сейчас, кстати, покажу. У меня всегда в сумочке лежит витамин С, который я всегда с собой беру. Вот такой вот стик всегда беру с собой. Витамин С. В одном стике идет 500 миллиграмм витамина С. Там, получается, в коробке идет 90 стиков.
То есть в одной коробке витамина С, который я заказываю здесь в Турции, привозят, кстати, прямо к двери. Здесь в Турции у нас доставка очень хорошо работает. Вот по поводу мебели сказала, да? Заказала 23-го, уже 3 января привезли. Очень быстро. А вообще с Атоми привозят, наверное, за 3-4 дня. То есть вот я заказала, через 3-4 дня уже у двери лежит коробка. Вот, привозят в такой коробке, надпись идет Атоми. Да, здесь вот это очень прям развито, доставка очень хорошо работает. В России же Атоми приходит в пункт выдачи, так же, как и Вайберис, и Озон. Вот, в общем, в коробочке 90 стиков, в одном стике 500 миллиграмм. Это, поверьте, настолько хорошая большая доза, что это очень выгодно получается. И я смотрела, цена сейчас 90 стиков 560 лир. Хотя, когда вот мы обычно, да, в магазине смотрим вот эту аскорбиновую кислоту, там обычно 10-20 штук, вот, и как минимум 100 лир. Если зайти в аптеку, там даже и дороже, потому что в магазинах продают так себе, что попало. А если уже в аптеке нормально посмотреть состав, разобравшись, посмотреть, сколько стоит такой витамин С, как в Атоме, то он будет очень-очень дорого стоить. Даже если, исходя из цены в магазине, посчитать, да, 10 штук стоит, то это 90 штук 900 лир. А здесь в Атоме 560 лир, 90 стиков, и в составе одного стика 500 миллиграмм. Это очень много, поверьте, это большая доза, это хорошая доза. Вот, поэтому в аптеке спрашивайте, когда покупаете витамин С, сколько в одной таблеточке, может быть, там в таблетках, может быть, там тоже в порошке, как здесь, допустим, вот этот порошок пьется очень легко, без воды даже. Он такой сладенький, и я его даю, кстати, детям. Полстика даю одному ребенку, полстика второму ребенку, и это идеально. 250 миллиграмм. Доза почему такая? Вот, допустим, для взрослого доза витамина С в день составляет 90 миллиграмм, от 90 миллиграмм. Когда вы пьете именно извне, допустим, если это не овощи и фрукты, а именно вот такой вот, как БАД, то если это идет дополнительное питание, да, то это обязательно нужно по количеству брать больше. Почему? По дозе. Потому что не полностью оно усваивается. Организм не может в таком виде усвоить полностью. Когда вы кушаете фрукты и овощи, организм, конечно, усваивает полностью, но при том, что нужно съесть очень много фруктов, овощей, чтобы получить такую дозу. Даже 90 миллиграмм, это нужно постараться. Посмотрите в одном апельсине сколько. Поэтому, а еще как бы они должны быть такие идеальные, только с дерева собранные, то есть они не должны лежать на солнце, не должны лежать так, там где-то, может быть, в сырости, то есть это тоже очень сильно влияет. Поэтому, конечно же, я покупаю в Атоме, и когда я выбираю все-таки такие БАДы, витамины, я обязательно их беру именно вот в каких-то таких сетевых компаниях. Почему? Потому что все-таки они заинтересованы в том, что там и в дальнейшем брали, чтобы с ними сотрудничали, поэтому за качеством они очень сильно следят. Вот. И еще здесь, получается, они еще и за составом следят, чтобы состав был не синтетический. Та аскорбинка, которую вы покупаете под видом витамина С в аптеке, в основном идет синтетическая. То есть это разработано каким-то химическим путем. Вот. А в Атоме следят за тем, чтобы состав был натуральный. И в составе именно берутся все вот эти вот ингредиенты с фруктов и овощей. Там прям все расписано. И там все 7 изомеров витамина С. Потому что витамин С это не только аскорбиновая кислота, там идут много-много изомеров. То есть немного 7 изомеров. И все 7 изомеров присутствуют в Атоме. Поэтому я все-таки доверяю Атоме и покупаю там много чего. Вот, у меня есть еще и шортс на канале, много таких коротких роликов, где вы можете увидеть, где я просто рекламирую отдельно, допустим, витамин С, отдельно что-то, то, чем сама пользуюсь, я это показываю, как наношу или как пью, то есть это все у меня есть в коротких роликах, можете посмотреть. Кому же, конечно, интересна больше эта тема, можете написать мне, я более подробно вас проконсультирую, вот, как заказать, откуда заказать, что делать, то есть это я вам объясню. Здесь идет бесплатная регистрация, бесплатная доставка. Вот что еще? То есть нету никаких ежемесячных специальных, нужных закупок, да, есть какие-то сетевые компании, которые придумали так, что если вы регистрируетесь, то вы обязаны каждый месяц какие-то там делать покупки. Здесь нет такого. Здесь абсолютно свободно, когда хотите, тогда покупайте. Типа Трендиола, типа Hepsi Burada в Турции. А если в России брать, то это
сайты, приложения Озон, Wildberries, наподобие этого. В принципе, само приложение есть, Atomy называется, вы можете его скачать. Оно есть и в App Store, и в Play Market, или как он называется, на андроиде. В общем, вы можете скачать, посмотреть. Здесь в Турции немножко разница есть. Если ты зарегистрирован, то цена дешевле. В России нет разницы. А в России цена как для покупателей, так и для партнеров одинаковая. Вот. Поэтому вы можете просто даже в Гугле вбить Atomy Россия, и выйдут цены, выйдут вот эти вот товары. Вот. Только не смотрите на Озоне и Wildberries, потому что на Озоне и Wildberries там цены отличаются, потому что там сидят посредники. Там вы не на самом сайте на производителя покупаете, получаете, вы приобретаете это у посредников. И за качество, поэтому там тоже никто ответственность не несет. И там было дело то, что приходят коробки разобранные, ободранные, и помимо этого еще и бывает уже начали делать поделки, подделывают товары от Atomy. Так что лучше берите на сайте atomy.ru. Если Турция, то можете набрать Atomy Турция. Точно так же выйдут вам цены, но цены отличаются. После регистрации цены там на 15% дешевле. Это в Турции. Поэтому пишите мне, если есть вопросы, я вас проконсультирую. Что я еще пью? Помимо витамина С, витамин С я пью 1 раз в день. Почему я его пью? Потому что он вымывается, то есть он не накапливается. Говорят же, вот, нельзя пить БАДы, потому что, а вдруг у вас там их и так большое количество в организме. Что касается того, что вот я пью только то, что вымывается. Вымывается с организма витамин С. Вот, витамин В я пропила, потому что я анализы сдала. У меня нехватка витамина В была. А вы сами понимаете, если не хватает витаминов В1, В6, В12, получается, это очень сильно влияет на нервную систему вашу. То есть все вот это вот, оно очень взаимосвязано. Поэтому я сдавала анализы, смотрела, у меня количество витамина В очень было маленькое, поэтому я пропила витамин В еще. Также я пью пробиотики. Пробиотики, сами понимаете, что это только единственное. Вот все говорят пробиотики, в Atomy это симбиотики. Пришел Руслан, в общем, очень громко стало. По поводу Atomy немножко еще расскажу и все. В общем, симбиотик это и пребиотик, и пробиотик, то есть и питание, и сами бактерии. Вот, чтобы у вас в животике был комфорт, нужно принимать пробиотики. Вот. Ну, а по поводу кремов лучше расскажу дома. И все остальное тоже расскажу дома. Сейчас мы уже закругляемся. Идем дальше гулять. Сегодня очень много дел. Как я и говорила, нужно дособрать мебель. Сейчас еще дети хотят на горке немножко прогуляться. Домой прийти надо кушать, готовить. То есть дел куча. Поэтому на этой прекрасной и веселой ноте буду заканчивать этот ролик. В общем, пишите, звоните, ставьте лайки, переходите на другие каналы. Всех люблю, всех целую, всем пока.